Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же важная информация для вас сегодня появится? Смотрите видео до конца, потому что я буду рассказывать разную информацию, разные новости. И какая вам подойдет, вы уже будете переворачивать под себя. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну что я могу вам сказать, ребят? Многие из вас захлопнули прошлую страницу и хотите забыть вот эту страницу как кошмарный сон. С чем это связано? Это связано с семьей, с потерей семьи, с потерей любимой женщины. Не будем мы углубляться, я знаю, вам не очень это приятно. Погнали дальше. Вы человек, который очень любит вот свой дом, да? Вы любите все, что связано с домом, с семьей. Семейные ценности, семейные традиции – это ваше все. Без семьи, без семейной поддержки, ну, вам тяжеловато было бы в жизни. Да? Я имею в виду, когда все было хорошо. Не тогда, когда это все разваливалось. То есть для вас семья, вот жена, дети, там, родители – это большой-большой мотиватор. Вот когда нет рядом любимой женщины, ну вы теряете смысл, да, вот для кого жить, что делать, да, сколько там мне надо, куда пойти, куда податься. Порой даже не хотелось домой приходить, да, вот потому что пустой дом, пустая квартира, в общем-то, руки опускались, был такой период. Вы человечек, который довольно неплохо стоит на ногах, вы многого добились, причем у вас еще у кого-то могут быть, ну, на будущее такие вот грандиозные планы вы себе ставите. Кто-то это связывает с работой, у кого-то могут быть перемены места жительства, то есть у каждого это будет по-своему, но вот именно вы себе поставили цель и четко следуете, ну, к этой цели, потому что вы вообще такой человек целеустремленный, вы не привыкли опускать руки. Вы не из слабаков абсолютно. Вы довольно сильный мужчина, поэтому, ну, я думаю, вы добьетесь всего, что вы себе наметили, да? По максимуму будете землю рыть, но добиваться. Уже то хорошо, что вы не живете особо прошлым. Да, иногда вас может накрывать, вы можете вспоминать какие-то моменты, каких-то людей, да, может быть, хорошие периоды счастливые, когда были. Ну, накрывает вас иногда. Опять же, у кого нет сейчас рядом женщины, но особо бывает тоскливо, да? Вот каким бы сильным вы ни были, но бывает довольно тоскливо, как-то грустно, накрывает одиночество. Ну, вы себя очень быстро берете в руки и пытаетесь как-то отвлечься. Отвлечься на работу, на хобби, да, на какую-то смену обстановки. Сказать, что у вас очень много друзей, я не могу этого сказать. У вас как раз-два и обчелся. Вы не из тех, которые будут, во-первых, даже делиться какими-то сокровенными вещами со всеми подряд. Как вам бывает по-настоящему плохо, об этом знают вообще очень и очень маленький круг людей. Вы все-таки вот как-то, даже те, у кого были непростые моменты в жизни, да, у многих были они, вы все равно пытались надеяться на лучшее. Вы всегда стараетесь вот в любой ситуации искать позитив. Давайте сделаем маленький опрос. Вот действительно, вот, ребят, напишите, вы пытаетесь вот надеяться на лучшее, либо же вот вы все-таки живете прошлым, да? Вот вы смотрите в будущее с надеждой, либо же в прошлое. Вот напишите в комментариях. Подход к женщинам у вас очень и очень такой серьезный. Но так всегда было. Так было, есть и будет, и вы не поменяетесь в этом плане, это точно. Вы никогда не свяжетесь лишь бы с какой женщиной. И дело здесь даже не во внешности, хотя она тоже, в общем-то, для вас важна. Вам очень важно, какой характер у женщины, да, вот именно человеческие качества. Даже вам, я думаю, ну до такой степени не важно, умеет ли она борщи варить, чем вот именно вот
какая она заботливая, добрая, нежная, да, вот именно настоящая ли она женщина, правда? Вот напишите, ребят, что вы думаете по этому поводу. Вам важна женская ухоженность, вам, ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы ваша новая женщина, чтобы она и следила за собой, может быть, даже спортом занималась, да. То есть, ну, опять-таки, мужчины есть мужчины, но на первом месте, еще раз говорю, это характер, это какой она человек, потому что, в принципе, вы уже наелись, да, разного негатива с прошлыми своими женщинами, поэтому хочется уже какого-то позитивчика, да, хочется уже какой-то надежности и уверенности в женщине. Так, ну что, мои хорошие, погнали смотреть, какая же информация будет важна для вас. Опять-таки, я буду разные моменты говорить, да, а вы уже переворачиваете под себя, потому что у каждого своя ситуация в жизни. Смотрите, кто-то из вас собирается вот либо же продать, либо поменять машину, да. Довольно неплохо у вас получится, вот как-то очень быстро. Кто хочет купить именно машину, да, вы купите как раз ту модель, там, может быть, даже тот цвет, который вы хотели, ту марку машины. И даже будете, знаете, какой-то период просто вот ездить, любоваться и кайфовать. Знаете, вот как будто это ваша такая, ну, давнишняя мечта сбылась. Кто-то из вас поедет в поездку, которую вы давно, может быть, откладывали по какой-то причине. Кто-то на отдых, кто-то, может быть, к родственникам, кто-то, может быть, вернется, да, вот, может быть, вы какой-то период жили за границей, а сейчас вот решили все-таки вернуться на родину, может быть, да. Тоже это может проиграться такой момент, и причем это будет такая вот долгожданная дорога, да, вот тем более, если это дорога домой, то это такая, знаете, трепетность какая-то будет в душе, в сердце, да, вот вы как будто ждете с нетерпением этой поездки. Может проиграться даже, что вы поедете к человечку, которого давно не видели. Это могут быть и родственники, это могут быть друзья. Кстати, кто-то из вас может получить весточку, ну, то ли это старый друг, старый знакомый, может быть, даже коллега, с которым вы давно не общались, но как-то вот переплелись ваши снова дорожки. Может быть, в соцсетях вы снова спишетесь, найдете друг друга и решите по старинке встретиться и посидеть рядом за рюмочкой чая, да. Тоже будет такая очень теплая встреча. Вот знаете, у вас как будто будет период встреч. Будет какая-то такая тусовочка, да, ну это я так называю тусовочка, то есть какая-то компания. У кого-то из вас проиграются посиделки. Это может быть приглашение на день рождения, это какие-то, может быть, пикники, это могут быть дружеские вылазки на природу, там, я не знаю, на охоту, на рыбалку. То есть все дороги, которые вы планируете, они все будут вам в кайф. Конечно же, у каждого своя дорога, да, я в начале расклада это все озвучила, поэтому переворачивайте под себя. Далее, у кого-то из вас выпадает смена работы. Смена работы, ну, как бы она вынуждена, у кого-то может проиграться даже, что эта смена, ну, такая, знаете, долгожданная, выстраданная, долго вы решались, может быть, поменять работу. Не очень-то были уверены, что все получится, но я вам скажу, что все будет хорошо, и новая работа, ну, довольно неплохая будет. Вот довольно неплохая, прибыльная и, в общем-то, даже будет чем-то увлекательная для вас. Далее. Те из вас, кто сейчас проводят какие-то юридические тяжбы, да, разводы, там, я не знаю, наследство, алименты и так далее. Да, будет немножко тягомотина, могут переносить заседания, могут как-то оттягивать моменты эти все юридические. Но здесь не без женщины. Здесь женщина, вот если у кого это именно с бывшей связано, здесь женщина будет тянуть кота за хвост. Поэтому придется немножечко набраться терпения и все-таки мужественно довести это дело до конца. Кто-то из вас примет
окончательное бесповоротное решение разойтись со своей, ну, теперешней женщиной, да, поскольку это общий расклад. То есть вы живете в токсичных отношениях, и вы, я думаю, в скором времени поставите точку. Все-таки вы подадите сами на развод. Как бы вы ни хотели, да, остаться с этим человеком, но вы просто видите, понимаете, что, ну, толку нет. Толку нет, и смысла проживать вместе тоже нет. Поэтому будет развод, причем даже вот если у вас нет детей, да, вот кто будет разводиться без детей, вот как-то очень быстро и спокойно пройдет. Вот для вас даже на удивление пройдет, очень так как-то, знаете, незаметно. Разойдетесь как, как в море корабли, причем даже женщина как-то особо страдать не будет. Вы очень удивитесь этому, хотя в душе вы это подозревали, да, что ей все равно. Разойдетесь, не разойдетесь, вот как-то, знаете, вот как старые знакомые, сошлись, разошлись. Вышли из зала суда и пошли каждой своей дорогой. Тоже такой момент у кого-то из вас проиграется. Далее. Ух ты! У кого-то из вас идет покупка недвижимости, либо же продажа. Но здесь такой довольно тоже продуманный такой шаг, потому что вы... Те, кто хотят продавать, либо покупать дом, да, долго-долго думали, долго собирали денежку, конечно же. Но я вам скажу, что кто из вас будет таки покупать дом, это будет дом вашей мечты. Это может быть дача, кстати, но она будет, ну, такая классная, вот будет настолько, знаете, ну, на зависть друзьям и на зависть соседям. Это будет даже, я бы сказала, вот если это частный дом, это какое-то массивное такое здание, это может быть двухэтажное здание с большой территорией и так далее. Денежек придется вложить очень много, это безусловно, но вы будете реально кайфовать. Это будет, ну, реально такой, знаете, дворец. Далее. На кого-то из вас, конечно же, нападет депресняк. Опять же, почему? Ну, потому что, опять же, женщина, да? Я думаю, это могут быть те, кто недавно разошелся, потому что здесь задействована женщина, да, вот от одиночества, от тоски, от какой-то надежды, да, но тем не менее я вам скажу, что вот те, кто сейчас страдают, да, вот у кого депресняк проиграется, у вас будет светлое будущее уже не за горами. У вас это как такой трамплин, да, ваш развод это такой своего рода трамплин в светлое будущее. Новая женщина, посмотрите. Даже вот не хочу больше вытаскивать новых карт. У многих из вас будет новая женщина, не пропустите ее. Улучшение финансового положения, и эта женщина, это будет как подарок судьбы. Поэтому, ребят, кто отчаялся, кто сейчас думает, что все, никогда не полюблю, не найду новую женщину, не смогу быть в новых отношениях и так далее. Нет, у вас все будет хорошо. Я только что вам даже на картах показала. И вот я вам еще показываю. У вас есть свет в конце тоннеля, что называется. Да? Вот кому сейчас безумно плохо, кто опустил руки, не балуйтесь, ребят, у вас все будет хорошо. Далее, давайте еще в двух словах, что вас ждет. Однозначно, у кого-то даже проиграется, может быть, брак. Если у кого из вас сейчас есть уже, да, вот начались новые отношения, ну, поскольку это общий расклад, мы помним это, здесь могут быть какие-то, знаете, уже такие намеки, разговоры, ну, то есть поползновения к тому, чтобы либо же жить вместе, либо же подать заявление. Ну, то есть уже начинает воплощаться вот эта вот мечта про замужество, ну, вашей женщины мечта, я имею в виду, да, потому что вы, в принципе, не торопитесь жениться. У кого есть женщина, ну, реально, вы не торопитесь. Вам и так неплохо, потому что вы уже обжигались, вы уже были в браке, да, поэтому как-то вот вы особо и не спешите, хотя женщина вам очень и очень нравится. Ну, опять у нас выпадают поездки, дороги, командировки, ну, то есть очень много дорог будет. Кто-то из вас
Даже вот поедет, может быть, к родителям, которых уже давно не видел. Потому что есть среди вас даже те, кого, ну, как бы совесть мучает, что ли, да, что вот давненько не общался, давненько не ездил. Но будет такой шанс. Вы найдете время, и родители вот будут безумно счастливы. Я бы сказала, ребят, знаете, что в общем-то у вас довольно неплохие события выпадают в ближайшее время, да? Я бы вам советовала не отчаиваться, да, вот слушая этот расклад и по финансам, и в личной жизни, да, вот путешествия даже те же. То есть, знаете, будут сбываться многие ваши мечты. Вы осуществите многое из того, что вы задумали, но почему-то до сих пор не решались реализовать это все. Поэтому очень позитивный период. Очень много таких важных событий у вас проиграется. У каждого свои события. Переворачивайте под себя. И, конечно же, я, как всегда, желаю вам всем большого-большого счастья. А вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!